В этом видео вы увидите 5 проверенных способов быстро починить автомобиль своими руками. Сброс климат-контроля и заслонок. Сбои в работе климатической системы проявляются по-разному. Неработающие режимы, неправильное распределение воздуха, постоянный шум заслонок или полное отсутствие реакции на изменения температуры. В большинстве случаев причина не поломка, а сбой в логике блока управления или зависание исполнительных механизмов, и это можно исправить самостоятельно. Сброс блока производится с помощью определенной комбинации клавиш на панели, например, одновременно зажимаются кнопки «Обдув в ноги» и «Рециркуляция» при включенном зажигании. После нескольких секунд блок переходит в режим самокалибровки, заслонки начинают перемещаться, проверяя крайнее положение. В течение примерно 1 минуты система восстанавливает базовые настройки и калибрует приводы. Такой сброс помогает устранить ошибочное положение заслонок, сбои в температурных датчиках и вернуть правильную работу климат-контроля. Особенно актуален при появлении шума в утрате мощности обдува или после отключения аккумулятора. Это процедура, которую стоит знать каждому владельцу современного автомобиля с автоматическим управлением климата. Калибровка датчика угла поворота руля. После замены аккумулятора, работы с рулевыми тягами или вмешательства в ходовую систему на панели приборов может загореться индикатор неисправности стабилизации, ошибка 4×4 или ассистента рулевого управления. Чаще всего это связано с тем, что датчик угла поворота руля потерял 0 и требует повторной калибровки. Процедура зависит от конкретной модели, но в большинстве случаев ее можно выполнить без подключения сканера. Достаточно выровнять руль в центральное положение, включить зажигание, завести автомобиль и затем медленно повернуть руль до упора влево, затем до упора вправо и вывернуть обратно в центр. После этого подождать несколько секунд и выключить зажигание. Этот цикл позволяет блоку управления запомнить новые нулевые положения датчика и синхронизировать его с системой стабилизации. После калибровки исчезают ошибки 4×4 ESP. Усилие на руле становится стабильным и корректно работает ассистент при парковке. Игнорирование этой процедуры может привести к неправильной работе системы активной безопасности, особенно при движении по скользкой дороге. Сброс системы контроля давления в шинах. После сезонной замены колес, корректировки давления или даже обычной подкачки многие сталкиваются с тем, что индикатор давления в шинах на панели продолжает гореть. Это не всегда связано с реальной проблемой. В большинстве случаев система RDC TPMS просто требует ручного сброса, чтобы заново принять новые значения за норму. Процедура сброса может быть разной. На некоторых автомобилях используется отдельная кнопка под рулем, на центральной консоли или в бардачке. На других функция спрятана в меню бортового компьютера. После нажатия или подтверждения сброса система начинает заново обучаться и в течение нескольких минут калибрует показания от каждого колеса. Если этого не сделать, блок продолжит работать с устаревшими данными и будет выдавать ложные срабатывания, а в случае реальной потери давления водитель может попросту проигнорировать сигнал. Регулярный и правильный сброс RDC TPMS после каждого вмешательства в шины – это гарантия корректной работы системы и дополнительная защита от скрытых проколов или медленной утечки воздуха. Обучение компьютера после сброса. После любого из перечисленных приемов сброса питания, обнуления ошибок, замены датчиков или адаптаций, блок управления не становится сразу умным и не сразу обучается. Он запускается в режиме самообучения, и для того, чтобы корректно настроиться, ему нужно время и реальные условия эксплуатации. На этом этапе важно просто ездить спокойно, не нужно резко ускоряться, перегружать коробку или насильно проверять поведение двигателя. Компьютер должен пройти полный цикл от запуска холодного мотора до прогрева, от городского движения до равномерной езды. Обычно на это уходит от 2 до 3 дней в зависимости от стиля вождения. Во время обучения система корректирует состав смеси, отклик на педаль, точки переключения и работу вспомогательных систем. Если не дать ей достаточно информации, настройки останутся пустыми и поведение автомобиля будет нестабильным. Главное здесь не мешать. Терпение после сброса – это финальный и обязательный шаг, чтобы восстановить потенциальную работу всех систем. Давайте рассмотрим, как снять клемму аккумулятора, либо отключить аккумулятор полностью в более современных автомобилях и не сбросить настройки. Для этого нам понадобится комплект проводки и вспомогательный аккумулятор. И подключаем под капотом к нашим терминалам проводку. Плюсовой и минусовой терминал. Подключаем плюсовой и подключаем минусовой. И обратную сторону проводки подключаем к вспомогательному аккумулятору. Сначала подключаем плюсовой провод и затем подключаем минусовой провод. После чего можно откручивать клемму аккумулятора. И снимаем клемму.
таком состоянии можно заниматься обслуживанием аккумулятора, либо его заменой. Далее мы устанавливаем клемму на место и отсоединяем минусовой провод от вспомогательного аккумулятора. Все настройки в автомобиле будут сохранены. В описании под этим видео оставлю ссылку на видео о том, как бесплатно сбросить ошибки блоков управления автомобиля и 5 секретов BMW, которые скрывают автомеханики. Надеюсь, данное видео будет полезным. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи на канале.